Мужчина нашел маленького осиротевшего медвежонка. Человек забрал одинокого детеныша к себе домой, где выкормил и вырастил его, но через 3 года произошло что-то шокирующее. 30-летний Алекс каждый вечер после работы возвращался домой одной и той же дорогой, которая проходила рядом с лесом. В тот день мужчина работал до 7 вечера, поэтому, когда он шел домой, на улице уже темнело. Неожиданно он услышал какой-то странный шум, доносившийся из кустов. Эти звуки были похожи на жалобный писк, будто кто-то попал в беду и отчаянно звал на помощь. Алекс направился к источнику звука и был очень удивлен, увидев маленького медвежонка, который, похоже, совсем недавно появился на свет. Бедняжка сидел, поджав под себя лапки, и дрожал от страха, жалобно пища изо всех сил. Алекс насторожился, так как рядом могла находиться агрессивная мама-медведица. Но прошло несколько минут, а медведица так и не появилась. Мужчина понял, что медвежонок остался без мамы, которую могли погубить охотники или какая-то болезнь. У Алекса было доброе сердце, и он знал, что он не сможет бросить крохотного медвежонка на произвол судьбы. Мужчина бережно взял детеныша на руки и понес к себе домой. Маленький мохнатый зверек сразу почувствовал себя в безопасности. Он перестал дрожать и затих в уютной, теплой куртке. Когда Алекс принес медвежонка к себе домой, он сразу же налил в миску теплого молока и размешал в нем немного сахара. Мужчина поставил миску на пол, а медвежонок тут же подполз к ней на четвереньках и начал жадно лакать молоко, так как он был очень голоден. Похоже, детеныш уже давно остался без мамы. От безысходности он вышел из леса и направился в сторону города. Алекс погладил медвежонка по мягкой шерстке и решил оставить его у себя дома, понимая, что беспомощный детеныш не выживет в одиночку в дикой природе. Мужчина назвал своего нового необычного питомца Арчи. Медвежонок быстро привык к своему новому дому и доброму хозяину. У Алекса жила собака Стелла, милая дворняжка с добрыми глазами. Поначалу Стелла опасалась Арчи, когда мужчина только принес его в дом, и грозно рычала на мохнатого зверька. Но через несколько дней собака поняла, что Арчи всего лишь крохотный, беззащитный детеныш, которому очень не хватает материнской любви и заботы. Прошла лишь пара недель, и 2 питомцев уже весело бегали друг за дружкой по двору рядом с домом. Стелла убегала, а Арчи весело ковылял за ней на своих маленьких забавных лапках. Арчи быстро рос, с каждым днем становясь все больше и больше. Вскоре пришлось покупать для него уже не молоко, а мясные консервы для взрослых собак. Конечно, Арчи с жадностью их уплетал. Медвежонок постепенно превращался в большого и сильного зверя. Когда Арчи исполнилось 3 месяца, он стал размером с большую собаку. Медвежонку явно стало тесно в небольшом доме. Игрушки разлетались во все стороны, а мебель опрокидывалась на пол от игр питомцев. Алекс понимал, что вскоре ему придется выпустить медведя обратно в лес, где он нашел его. Это было очень непростое решение, потому что мужчина очень привязался к Арчи, как к родному существу. Но он прекрасно понимал, что так будет лучше для самого медведя, которому суждено жить на свободе, а не в небольшом доме. Еще через пару недель Алекс погрузил значительно подросшего Арчи в свою машину и повез его обратно в лес, поближе к тому месту, где он однажды нашел детеныша. По дороге в машине медвежонок очень волновался и ползал по всему сидению, жалобно при этом поскуливая. Наверное, питомец чуял, что хозяин везет его куда-то далеко. Наконец они доехали до места, где росли густые кусты вдоль леса. Алекс вытащил Арчи из машины и поставил его на траву. У мужчины на глазах навернулись слезы, когда он обнял напоследок своего косолапого друга. Арчи тоже, кажется, все понял и жалобно поскуливал, не желая отпускать человека из своих объятий. Тогда Алексу пришлось громко закричать
из-за чего медвежонок сразу же развернулся и быстро побежал в лес. Через несколько секунд он скрылся в зарослях, виляя своим коротким хвостиком. Алекс еще долго смотрел вслед необычному питомцу, надеясь, что он сможет приспособиться и выжить в дикой природе. Прошло 3 года с того дня, как Алекс выпустил Арчи обратно в лес. Все это время мужчина вспоминал своего косолапого друга и грустил по нему. Они были так близки, а теперь Алексу приходилось лишь гадать, что стало с Арчи в дикой природе. Мужчина надеялся, что его большой мохнатый друг смог справиться совсем самостоятельно. Как-то солнечным вечером, когда Алекс вернулся с работы, он услышал странный шум со стороны заднего двора. Стелла, которая все эти годы оставалась его верным питомцем, громко залаяла и выбежала на улицу через заднюю дверь. Алекс пошел за ней, чтобы выяснить, что происходит, так как он не ждал сегодня никаких гостей. Прямо около дома на задних лапах стоял огромный бурый медведь и пристально смотрел на человека. Алекс замер на месте от ужаса, так как медведи никогда не заходили настолько далеко в город. Мужчина старался не шевелиться, стараясь не вызывать агрессию у огромного хищника. Однако это не помогло, и медведь направился прямо к человеку. Алекс едва не закричал от ужаса, но в этот момент он внезапно узнал в медведе своего давнего друга. Оказывается, перед ним был тот самый маленький медвежонок, которого он когда-то подобрал, только теперь это был настоящий грозный хищник. Арчи тоже узнал Алекса. Он издал радостное рычание и подошел вплотную к своему старому другу. Мужчина напрягся, так как он не знал, чего ожидать от огромного хищника. Однако Арчи не собирался причинять человеку вред. Зверь осторожно обнял своими могучими лапами мужчину, точно так же, как он делал в детстве. Затем Арчи нежно ткнулся своей мордой в грудь Алекса и начал вылизывать ему лицо своим большим шершавым языком. Видя это, Стелла разлаялась еще громче, но Алекс ее успокоил. Мужчина наконец понял, что медведь не собирается на него нападать, он специально пришел поздороваться с добрым другом, который когда-то спас ему жизнь. Растроганный, Алекс пошел к холодильнику, взял оттуда все подходящие для медведя продукты и принес их Арчи. Медведь с радостью принялся уплетать эту еду, причмокивая и облизываясь. Через полчаса он все доел и с благодарностью посмотрел на человека, а Алекс в этот момент видел в Арчи не огромного лесного хищника, а маленького медвежонка и своего друга. Арчи еще раз ткнулся мордой в мужчину, после чего неторопливо направился в сторону леса, в то время как взволнованные Алекс и Стелла смотрели ему вслед. Алекс был невероятно рад, что Арчи удалось выжить и адаптироваться в лесу, а значит, все его старания были не напрасными. Больше Алекс никогда не видел своего огромного лесного друга, но незабываемый день их счастливого воссоединения навсегда остался в памяти мужчины. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.